История России. Фильм первый. Рюриковичи. Первые князья. Глава 1. Происхождение славян. Говоря об этногенезе славян, стоит сделать несколько важных замечаний. Во-первых, современным ученым-историкам очень тяжело находить истину в связи с отсутствием большого количества источников информации. На данный момент известно всего 4 вида источников – письменные, лингвистические, антропологические и археологические. Второе замечание вытекает из первого. Из-за малого объема доступной информации каждый специалист трактует информацию так, как видит ее сам. То есть существует огромное количество версий одного и того же события. В процессе повествования это можно будет легко заметить. Предлагаем вернуться непосредственно к этногенезу славян. Первый письменный источник, который подтвердил существование славян, тогда они назывались антами. Трактат «Стратегикон» Маврикия Августа, написанный в VI веке нашей эры. Несмотря на это, стоит сказать о том, что славянский этнос возник задолго до написания этого трактата. Считается, что славянская общность возникла примерно в 2000-х годах до нашей эры. В тот же момент археолог Русанов в своей работе «Славянские древности» VI-VII веков говорил, что славяне зародились не ранее 300 года до нашей эры. Поэтому на данный момент нет точной даты зарождения славян, как и нет информации про их первоначальное месторасположение. Вот основные теории родины славян. Нидерле, междуречье Вислы и Днепра, Кобычев, Трансильвания, Платонов, Карпаты, Седов, Балтика. Исходя из этих данных, историки пытаются найти один верный вариант, но, скорее всего, никто никогда не узнает истинную родину славян. В любом случае, нам известно, что к VI веку славяне занимали территорию Центральной и Восточной Европы и были едины. Это был один этнос. Нам точно известно, что на рубеже VII веков славяне распались на 3 большие независимые группы. Южные славяне, верзиты, харутане, современные болгары, сербы и другие, западные славяне, мазовшане, лужичане, современные поляки, чехи и другие, восточные славяне, древляне, кривичи, современные русские, белорусы и другие. Точной причины распада нет. Лишь известна продолжительная борьба славян с германскими племенами. Возможно, это и является главной причиной. Глава 2. Восточные славяне. Основной письменный источник истории России до XI века – «Повесть временных лет», далее ПВЛ, написанная неким монахом Киево-Печорского монастыря Нестором. К сожалению, оригинал давно потерян, и на данный момент ученые берут информацию из многочисленных копий данного произведения. Исходя из нее, существовали следующие племенные союзы – северяне, древляне, волыняне, кривичи, радимичи, дреговичи, вятичи, поляне и другие. Справедливости ради стоит сказать, что существует несколько основных летописей, несколько изданий самой повести временных лет. Первая новгородская летопись, Ипатьевская, Лаврентьевская и Троицкая летописи. Основой проживания славян являлось сельское хозяйство. В свою очередь, из-за разных климатических условий территория Древней Руси представляла из себя 2 основные зоны – лесная на севере и лесостепная на юге. Из этого вытекают 2 формы земледелия – подсечно-огневая система и перелог. Подсечно-огневая система – система землевладения, при которой сначала сжигают лес, земля удобряется, а после на ней сажают растения. Перелог – система, при которой каждое поле несколько лет отдыхает, а только потом его снова засеивают. Также славяне занимались рыболовством, скотоводством, охотой и бортничеством, сбор меда из дупел деревьев. Немаловажная тема в изучении восточных славян – верования. Так у восточных славян существовали 2 системы верований – полидемонизм и политеизм. Полидемонизм – обожествление духов, леших, домовых, водяных и так далее. Политеизм – вера в богов. Перун – бог войны и грома. Сварог – бог огня. Стрибог – бог ветра.
Велес – бог торговли и скотоводства. Макош – богиня плодородия. Глава 3. Образование государства. Теории его происхождения. Существуют две основные теории возникновения древнерусского государства – нормандская и антинормандская. Считается, что родоначальниками нормандской теории выступили шведы в XII веке. В своем трактате «Московские хроники» они высказали предположение о том, а точнее полную уверенность, что Русь возникла именно после прихода варягов. Позднее эту теорию подтвердили немецкие ученые Миллер и Байер. Сама теория заключается в том, что государство образовалось именно с призванием Рюрика в 862 году. Считается, что сами славяне попросили норманнов править ими. Не будем долго расписывать здесь все споры насчет этой теории, лишь расскажем, что она имела большой политический контекст. Представители антинормандской теории Ломоносов, Венелин считали, что государство образовалось само, без участия внешних сил. Конечно, возникает вопрос, ведь в ПВЛ сказано: в год 6370-862 пошли за море к варягам, к Руси, и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И сел старший Рюрик в Ладоге. Так почему начали спорить с норманистами? Все просто, как мы и говорили ранее, повесть временных лет несколько раз изменялась, и многие просто не верят ей. Отсюда обилие теорий. В нашем фильме мы не будем углубляться в споры и рассмотрим более научную теорию, нормандскую. Итак, согласно ПВЛ, в 856 году в Киеве стали править Аскольд и Дир. Они объединили несколько ближайших земель и стали полноправными правителями. Они были главами государства, полководцами, судьями, законодателями. Считается, что именно они в 860 году совершили первый поход на Константинополь, ныне Стамбул, но прямых доказательств этому нет. Ведь в византийских источниках сказано, что поход совершили русы, но не сказано какие. Глава 4. Первые князья. Непосредственно в 862 году начинают править три брата: Рюрик в Новгороде, Синиус в Белоозере, Трувор в Изборске. По византийским источникам в 867 произошло крещение неких славян. Академик Сахаров предположил, что это были именно киевские русы. Это на самом деле очень важное событие. Оно доказывает, что, возможно, христианизация Руси началась задолго до князя Владимира. В 879 году Рюрик погиб, и вся его власть перешла к Олегу. Олег не был прямым потомком Рюрика. Считается, что воевода Олег был лишь шурином Рюрика, по мнению историка Лебедева, либо варяжским конугом, по мнению Творогова. В любом случае, именно при нем Русь стала активно появляться в европейских летописях. Он однозначно вывел страну на новый уровень. 880-е и 882 года вошли в историю как поход Олега из Новгорода в Киев. По пути он также занял Смоленск и Любич. По преданию, придя в Киев, Олег обманул ранее упомянутых Аскольд и Дира, тем самым захватив власть в Киеве в свои руки. Именно это событие знаменовало собой объединение всех восточных славян в единое государство. Киев стал матерью городов русских. В 883 году Олег предпринял поход в земли древлян. В 884-885 годах произошла Первая русско-хазарская война, которая завершилась победой князя, а в 898 году произошла русско-угорская война. В 907 году состоялся первый поход Олега на Константинополь. Он снарядил немалое войско и, по мнению ПВЛ, 2000 кораблей, а по мнению историка Шахматова, 200 кораблей. Русичи использовали в качестве кораблей ладьи. Ладья – это длинное весельное судно. Русичи изготавливали ее из стволов дуба или липы. Чаще всего вмещало 30-50 человек. Так или иначе, Олег набрал себе действительно большую армию. В ней состояли как и славянские народы – поляне, вятичи, древляне, так и наемники – поляки, варяги. Об этом походе свидетельствуют устные источники, например, скандинавские саги, народные песни, но из письменных на сегодня не обнаружено. Из-за этого некоторые историки делают вывод, что Олег не ходил на Византию в 907 году.
Летописцы спутали его с походом Аскольда и Дира 860 года. По официальной версии, поход оказался успешен и был подписан мирный договор, по которому Византия выплачивала России дань, а также русские купцы получали право беспошлинно торговаться в византийских портах. В 911 году произошел второй или первый, в зависимости от источников, поход Олега на Константинополь. В этот раз данный поход точно задокументирован в византийских источниках. Олег победил, но мирный договор никак не изменился. Возможно, летописец просто перепутал даты, и именно в 911 году, во время второго похода, и был подписан ранее сказанный мирный договор. В 912 году Олег умер. До сих пор неизвестно, как и где. Легенда о Змеином укусе, конечно, интересная, но она остается только легендой. В любом случае, на его место взошел Игорь. По ПВЛ Игорь считается сыном Рюрика, но этого никак не может быть. Разрыв между ними составляет 2 поколения. К тому же позже киевский митрополит Илларион напишет, что родоначальником княжеской династии Рюриковичей является Игорь Старый. Это, кстати, интересный момент. Прямая династия Рюриковичей прерывается на самом Рюрике. Ни Олег, ни Игорь не имеют к нему никакого родства. И именно Игорь стал первым монархом Руси. Древляне после смерти Олега решили отделиться от государства, но в 913 году Игорь предпринял поход в их земли, тем самым опять подчинив их своему государству. В 920-х годах впервые появляются сведения о печенегах, с которыми Игорь заключил мирный договор. В 941 году произошло первое в истории России поражение. Считается, что византийцы перестали выполнять условия мирного договора 907 или 911 года, и Игорь решил опять завоевать их. Снарядив в поход 10 тысяч кораблей, по византийским источникам 3000 кораблей, Игорь пришвартовал свой флот у маяка. Но греки закрыли проход огромной цепью и обстреляли флот Игоря греческим огнем. Несмотря на это, Игорь не отчаялся. В 944-м он совершил еще один поход на Константинополь, и в этот раз он произошел удачно. Неизвестно, были ли какие-то военные столкновения, но византийцы подписали мирный договор. Армия Древней Руси представляла собой в большей степени хорошо обученных наемников. Четкого стандарта снаряжения и вооружения не было. Считается, что основным элементом вооружения русича был небольшой топор или копье, а почти каждый воин имел на себе кольчугу. В 945 году произошло крупное восстание древлян, во время которого Игоря убили. Хотя существует другая версия. Как считает историк Шахматов, Игорь был убит дружиной Свенельда, воеводы, управлявшей землями древлян. Но эта версия подвергается большой критике, ведь в дальнейшем Свенельд пользовался большим уважением в княжеской среде. У Игоря была жена, Ольга. По преданию, она была простой деревенской девушкой. Игорь встретился с ней во время охоты в деревушке под Псковом. Дата их свадьбы 903 год. Нам известно, что Ольга сильно любила Игоря и постоянно участвовала во всех его походах. После смерти мужа Ольга стала первой княгиней на Руси. Она решила отомстить древлянам за смерть супруга. В ПВЛ подробно описаны эти жестокие способы мести. В первый раз она приказала закопать древлян в большой яме, а во второй раз послов заживо сожгли в бане. В третий раз Ольга напоила древлян и приказала дружине зарезать всех. И в последний, 4-й раз, она в 946 году совершила военный поход на древлян, окончательно отомстив за смерть мужа. Кстати, что интересно, в этот военный поход Ольга взяла командовать именно Свенельда. В 947 году Ольга, чтобы не повторить судьбу мужа, решила произвести первую в истории страны налоговую реформу. Согласно ей, были утверждены конкретные для каждой территории уроки, сроки выплаты и погосты, места сбора дани. Также были созданы княжеские тиуны, которые следили за исполнением княжеской воли. У Ольги был сын, Святослав. Существуют разные версии того, как правила Ольга. Кто-то считает, что Ольга и Святослав правили вместе, по мнению Королева, а кто-то, что Ольга передала свой престол Святославу после его совершеннолетия, по мнению Юшковой, Сахаровой. Так или иначе, Ольга запомнилась также тем, что она первая приняла христианство в Византии. Ее прозвали Еленой. Точной даты рождения Святослава нет.
Это либо 920, либо 942 год. В любом случае, именно в 964 году Святослав стал править. В 964-966 годах произошел восточный поход Святослава. Возможно, это самый неизвестный поход в истории нашей страны. Существует великое множество предположений о целях, участниках, датировках и даже итогов этого похода. На наш взгляд, не стоит влезать во все подробности правления Святослава. Мы лишь перескажем основные события внешней политики. В 965 году произошли походы против волжских булгар и буртасов. Были завоеваны земли ясов. В 968 году Святослав напал на Дунайскую Болгарию. Немного позже он перенес столицу из Киева в Переяславец на Дунае. Во время военных походов в 969 году Киев осадили печенеги, и Святослав спешно отправился в древний город. Личность Святослава оценивается по-разному. Кто-то считает его марионеткой византийцев, например, историк Бахрушин, а другие – греков, рыбаков, выдающимся политическим деятелем и полководцем. Что бы там ни было, он был последним, кого не затронула междоусобица. После себя он оставил Ярополка, Олега и Владимира. Впрочем, его правление мы рассмотрим в следующем фильме. Если вам понравился фильм и вы хотите видеть продолжение, дайте нам знать. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!